User JB. Меня мучает в последнее время вопрос о том, стоит ли оставлять себе часть картин, не выставлять их на продажу. Стала писать 2 года назад и сразу зарегистрировалась на разных площадках. Продажи пошли. Так, недавно 10 моих лучших работ взяли на выставку. И вот я почувствовала себя осиротевшей. Их нет дома, а вдруг продадутся, с чем останусь? Конечно, с одной стороны, это хорошо, и есть стимул писать дальше, и лучше, но с другой, жалко некоторые работы. Может не торопиться, дать им выстояться, полюбоваться самой, и время покажет, насколько они хороши для меня, стоит ли вообще иметь свой НЗ. Насчет НЗ я убежден, что не стоит. Вот НЗ, неприкосновенный запас. Не стоит, пусть продается, тем более вы пишете всего 2 года. Вам кажется, что это много, но на самом деле это только начало. Живопись – дорога дальняя, так что пишите, считайте, что эти работы сейчас ученические. Пусть уходят все. Я не знаю, через год вы не сможете на них смотреть. А через 10 вообще забросите куда-нибудь в чулан и вообще никому не будете показывать. Так что отдавайте все. НЗ, да? Что касается, вот когда вы почувствуете, что у вас появились, очень достойные работы, которые вы можете повесить, я не знаю, в Лувр, рядом, я не знаю, с Джокондой. Не рядом, в другом зале, в следующем зале. Вот тогда вы начинаете формировать не НЗ, а фонд. Фонд работ, которые для вечности. Это ваши бриллианты, это ваше состояние, достояние потомкам и так далее. То есть вы пишете работы, но самые лучшие вы не продавайте, самые лучшие. Пусть это будут, я не знаю, из 100 работ одна, но вы сами это почувствуете. Друзья, выставляйте в журнал лайки, вопросы задавайте, комментарии и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Вам будут приходить уведомления. А YouTube и мне будет приятно сайту. В смысле вот этому каналу. Краплак. Слава, подскажите, как избежать разбела в работах. Очень страдаю от этой проблемы. А еще белила сильно холодят цвет. Как с этим бороться? Чушь они холодят. Они нейтральные, белые, он и есть белый. Какую вы краску туда подмешаете, то они и будут нести. Как избавиться от разбела? А попробуйте сделать растяжку. Вот берете белила, может быть, даже не обязательно масляные, гуашевые, например, или темперу. Берете белила, мастихинчиком капельку тюк, там в краплак, кстати, раз, замесили, положили квадратик, потом тюк в красную, я не знаю, киноварь или там кадмий красный светлым, опять замесить чуть-чуть с белилами, прям нежный розовый, опять. И вы увидите разницу между краплаком в белилах и этим самым кадмием в белилах. Потом оранжевый тюк, опять замесили, едва оранжевый, почти белый, опять квадратик. Между ними разница. Какой тут разбел? Это уже цвет. А теперь замесите белила плюс, я не знаю, ультрамарин, капельку, прям, совсем, прям на краешке мастихина, прям чуть-чуть бледно-голубая, опять квадратик рядом. Это вообще уже теплохолодность пошла. Так что маленькая капелька, составляющая в белилах, дает цвет. Это не разбел. И играйте этими цветами. Научитесь жить между теплыми и холодными. Из них составлять мозаику нежнейших оттенков. Не только мощных, грубых до самого черного, а самых в белильных таких замесах почувствуйте жизнь. Это очень поможет, кстати. Такие упражнения. Это одного раза достаточно, чтобы почувствовать цвет. И не будет никакой белильности. У вас будет в самом нежнейшем состоянии цвета разные. Разные цвета добавляйте в белила и посмотрите, как они в самых белильных замесах живут. Вы увидите цвет. Вы не увидите белил. Сер Артемов. Пока смотрю ролик, поделюсь таким моментом. Касаемо письма на пленэре и касаемо принципа, озвученного от имени Фешина, неважно, что писать, важно, как писать. Я, выходя с красками из дома в поисках натуры, каждый раз ловлю себя на том, что иногда не могу остановиться. Все хочется найти,
что-то еще более выразительное. Мне, например, когда вкусно, вечером, вот, например, раз ночью, да, уже ближе к ночи, я не могу остановиться, ем и ем, ем и ем. Но нужно себе сказать, стоп. Есть очень простое правило. Класть в тарелку столько, сколько вот ты перед ужином, например, в 12 часов ночи, положи себе, сколько ты должен съесть. И не докладывай ни в коем случае. Ну да ладно. Все хочется найти, ходит, значит, человек сер, все хочется найти что-то еще более выразительное, еще более богатое формами, цветами, контрастами. Так хожу от места к месту, а я все хожу, глаз не отвожу. Бывает, доходит до того, что меня просто оставляют силы и мотивация. Понимаю, что я измучил сам себя и совершенно утратил жажду творить. Как бы найти для себя принцип, по которому я бы останавливался за конечное число шагов, оставляя силы для их вложения в сам процесс творчества. Есть гениальное правило, которое вам сер Артемов поможет. Увидел – пиши. Не надо никуда ходить. Вот сразу. Это, кстати, правило передвижников еще. Во времена Левитана, это, по-моему, он придумал, или, я не знаю, Коровин. Увидел – пиши. Они тоже так ходили, силы кончались и возвращались ни с чем. Так что вот так. В конце концов, мы же пишем все равно изнутри, мы сочиняем. У нас мотив лишь повод для того, чтобы сочинить работу. Так что, любой может быть повод. Лужа какая-нибудь, кустик растет. Второй момент. Вы приезжаете куда-нибудь, я не знаю, в любое место, в Сицилию куда-нибудь, в Сиракузы. И сразу бегом писать, да, к морю. Нет. Вот походите, погуляйте. Еще хорошо с компанией. С фотоаппаратом. Там, пощелкали. Вот час-два потратили, походили вокруг, пришли домой, посмотрели фотку. Ой, я пойду туда. Раз. Нет, туда. И все, у вас есть уже какое-то представление о месте, куда вы только что приехали. Не надо тащить весь этот, как мул, нагруженный весь этот скарб на себе. Сначала сделать рекогносцировку, осмотреться, и тогда силы творчества не покинут вас никогда. Но в жизни как? Вы же не бросаетесь на первую встречную, чтобы жениться. Прям сразу же в первый же вечер со всем скарбом, со всем своим имуществом пришел, сказал, я пришел жениться на тебе. Да не побудьте, погуляйте сначала год, 2, 3, 10. Потом уже, если она вытерпит, конечно, столько, вы тогда признаетесь, стоя на коленях, при свечах, так, чтобы все видели. Казбек Бутаев. Большой привет из Сочи. Привет, Казбек. Хочу сказать, что рисую в графике. Особенно интересуют разные особенности штрихов. Но недавно попросили написать картину «Морской пейзаж». Я, начав работу, поймал себя на мысли, что неинтересно в краске. Рука так и тянется за перьевой ручкой, чтобы решить определенную задачу. А раньше писал маслом. Интересно, что бы это значило? Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Раз тянет, зачем себя насиловать? Значит, ручкой, перьевой ручкой рисовать, и все тут. Этап такой. Нужно его пройти. Через какое-то время, когда вы почувствуете, что не могу не писать, тогда вас будет тянуть к краске. Вот тогда вы скажете, все, перьевая ручка в сторону, я буду красками. Потому что тянет. Зачем себя ломать? Не надо заставлять, нужно исписаться в этом. Раз вас тянет на эксперименты, нужно бесконечно их делать. Пока не наступит другой период. Нормальное дело. The Rosk 42, как тянущий грунт, будет под темные краски. Нормально. Краски не сильно жухнут? Жухнут полностью. Просто совсем. Жухнут это что значит? Это значит просто матовая поверхность. То есть все масло из краски туда, в грунт. Или потом просто пройтись лаком и окей. Можно пройтись лаком и окей. Я не прохожусь лаком и окей. Потому что мне так хорошо, мне нравится. Дилшот Худайяров. Вячеслав, у вас тоже кисточки из щетины уничтожаются после нескольких работ? Нет, не уничтожаются. Я довольно-таки долго ими пишу. Но они могут уничтожаться из-за того, что мало краски на кисточке. Тогда вы трете,
а поверхность такой вот холст грубый, они стираются в растирочку. А если краски достаточно и легко касаясь, что ж им уничтожаться? А я пишу пастозно, и мне нормально так. Сначала я могу подмалевок сделать жидко, то есть с растворителем макаешь кисточку, краску жидко разводишь и ну так. А потом я последнее время люблю, вы знаете, мягкие кисточки, нейлоновые, мне нравятся. Синтетические, нормально, очень хорошо. Из козы тоже, но она довольно-таки мягкая, поэтому ну, не стираются. В конце этого видео будет прямая ссылка на 476 ролик «Красота». Я там пишу работу в Гурзуфе. Можете взглянуть на весенний мотив, на фрагменты написания этой работы.